go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные наушники от компании Hidis стоимостью $69. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно MS2 Pro, и еще присутствует логотип компании. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер и один арматурный излучатель, но чувствительность составляет 111 дБ, и они получили сопротивление 17 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Два набора силиконовых амбушюр. Сменные звуководы для небольшой коррекции звучания этих наушников, фирменный кожаный мешочек для хранения наушников, инструкция по использованию наушников и гарантийная карточка. Наушники очень небольшие, выполнены полностью из металла и имеют довольно необычный внешний вид лицевой панели с имитацией кожи носорога и его силуэтом. Но здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом указана маркировка канала и название этой модели. А на внутренней части уже находится единственное отверстие для компенсации. А вот звуковод у этих наушников был выполнен из металла, имеет выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. И да, конечно же, он съемный для того, чтобы вы могли немного подкорректировать звучание этих наушников, сменив его на любой другой из комплекта. Стандартный идет с красной резинкой, а также есть еще два варианта с черной и прозрачной резинкой. Ну а поскольку эти наушники очень небольшие, то сидят в ушах они отлично. У них есть как и надежная посадка, так и хорошая звукоизоляция. И в плане удобства у меня вопросов никаких нет. А вот то, что они были выполнены из металла, наверное, далеко не все оценят, поскольку в таком случае наушники очень легко собирают на себе все отпечатки, и их просто необходимо будет постоянно протирать. Поэтому мне кажется, что было бы неплохо получить какую-нибудь тряпочку для протирки в комплекте. Вот ее прям реально не хватает. Ну а приобрести гибридные наушники Hidis MS2 Pro вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Hidis на AliExpress, либо на их официальном сайте hidis.net. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим обзором. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Hidis MS2 Pro при использовании стандартного звуковода с красной резинкой, и с ним эти наушники имеют усиление низких частот на 7 дБ, а вот если мы установим с вами звуковод с прозрачной резинкой, то мы получим еще меньшее усиление низких частот уже на 6 дБ. Но к тому же обратите внимание, что помимо небольшого ослабления низких частот, здесь заметно так усиливается область верхней середины. А вот если мы установим звуковод с черной резинкой, то мы получим 9 дБ усиления низких частот и более аккуратную область верхней середины и слегка даже усиленные высокие частоты. В общем, поиграться тут, друзья, действительно есть чем. И я думаю, каждый выберет тот звуковод, что ему придется больше по вкусу. Ну а лично я остановился на стандартном звуководе с красной резинкой, поскольку, как по мне, именно с ним эти наушники звучат более сбалансированно. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Hidis MS2 Pro — это про уверенный, плотный и достаточно глубокий бас, который сразу ощущается телесно, но при этом он точно не пытается доминировать над остальными частотами. Я могу сразу вам сказать, что даже используя звуковод с черной резинкой, это точно не басхедные наушники, так как здесь нету того самого мощного низкочастотного давления. И здесь же мы имеем скорее такой по восприятию мягкий, слегка размазанный на текстуру, но довольно панчевый низ, который создает ощущение массы и наполняет собой все звучание. И сабас в этих наушниках точно не агрессивен в своей подаче, но он неплохо так чувствуется в самом низу и придает музыкальным композициям более явное ощущение пространства и глубины. Физическое давление безусловно есть, но оно такое, знаете, умеренное, аккуратное и без какого-то лишнего гудения и акцента на себе. И в электронной музыке или хип-хопе этот низ прорабатывается достаточно неплохо, чтобы ритм уже
уже ощущался как бы физически, а не просто как бы слухом, но при этом он точно не перегружает общую довольно сбалансированную подачу этих наушников. А вот мидбас же в своей подаче выразительный и более уже динамичный. Удары бочки или бас-гитары имеют хороший панч и объем, но остаются все же слегка мягкими на текстуре, то есть без той самой резкой прозрачной прорисовки, как уже у более серьезных гибридных моделей. И здесь словно он был встроен в общую картину. Он плотный, насыщенный, но всегда максимально контролируемый, без какой-то, опять же, лишней агрессии. А вот текстурность низких частот тут, конечно, была слегка смазана, то есть это не та самая какая-то сверхдетальная, безумная, прозрачная проработка, а как бы наоборот, это такой более живой и музыкальный подход, который, наверное, все же далеко не все оценят, но тем не менее ритм остается хорошо читаемым даже в сложных композициях, и этот бас ощущается довольно слитно с музыкой, создавая такую цельную и приятную подачу. Он добавляет глубины и ощущения массы, но при этом он точно не вытесняет другие частоты. И в итоге низкие частоты в Hidis MS2 Pro это про такой мягкий, уверенный и панчевый фундамент с неплохой глубиной и хорошим контролем. Они не стремятся здесь к какой-то ультрадетальности, но радуют вас своей плотностью, слитностью и комфортом, органично поддерживая музыку в самых разных жанрах. Ну а вот средние частоты в Hidis MS2 Pro это про энергичное, насыщенное и живое звучание, которое сразу цепляет своей телесностью и музыкальностью. Здесь нету какой-то сухости, ни какой-то там холодной аналитичности, подача здесь остается естественной и с правильными тембрами, благодаря чему вокалы и инструменты ощущаются уже более убедительно и словно оживают прямо перед вами. И тональный баланс середины можно в этих наушниках назвать смело нейтральным, но при этом достаточно выразительным, поскольку эти наушники настроены на Harman Target, и вокал здесь не прячется за другими диапазонами. Он звучит близко к вам по построению в звуковой сцене с правильным объемом и плотностью, а интонации передаются очень даже так четко, позволяя вам легко уловить всю эмоциональную окраску исполнителя. Но инструменты, будь то гитары, пианино или струнные, подаются насыщенно и с хорошим присутствием, но без какой-то лишней резкости, что делает этот диапазон уже более комфортным для долгих сессий прослушивания. А вот энергичность середины чувствуется уже в динамике. Атака инструментов и барабанов достаточно ярко выражена, переходы между нотами четкие и быстрые и без какого-либо размазывания. И даже уже в сложных многослойных композициях каждый элемент остается различимым. При этом общая картина здесь не распадается на какие-то отдельные части, а звучит очень цельно и очень органично. И особенно радует, что при всей вот этой насыщенности эта середина не утомляет. Она дает ощущение присутствия и плотности, но при этом остается гладкой и комфортной. И в живых записях, и уже в джазовых композициях это раскрывается особенно хорошо. Каждый инструмент ощущается телесно и натурально, создавая атмосферу такого более реального присутствия, но без лишнего давления на слух. И в итоге средние частоты в Hidis MS2 Pro это гармоничное сочетание насыщенности, энергии и естественности. Они вовлекают музыку, точно передают вам характер голосов и инструментов, сохраняя очень даже хорошую прозрачность и телесность своей подачи. Но высокие частоты в Hidis MS2 Pro это скорее про мягкость и комфорт, чем про какую-либо яркость или резкость. Вверх здесь слегка приглаженный, немного даже притемненный, без агрессии и звонкости, что сразу делает прослушивание уже более легким и приятным даже на длительных сессиях. Он не стремится здесь осыпать вас каким-то безумным количеством деталей, но при этом сохраняет достаточную аналитику, чтобы звук ощущался уже более прозрачным и проработанным. И этот диапазон точно не пытается перетянуть все ваше внимание на себя, а скорее аккуратно связывает низкие и средние частоты в такое более цельное и более гармоничное звучание. И вот эта небольшая мягкость высоких частот придает музыке комфорт, добавляет легкого объема и воздуха, но никогда не перегружает ваш слух. А микродетали вроде уже послезвучий тарелок, реверберации на фоне или эффектов хоть и слышны, но подаются очень ненавязчиво, без какой-либо лишней акцентированности и резкости, как это бывает уже в более ярких и техничных моделях. В общем, по восприятию этот верх точно не сухой и не ультра разрешающий, но при этом он остается достаточно прозрачным, чтобы добавлять глубину и ощущение пространства. В своей подаче он звучит плавно и музыкально и создает такой аккуратный баланс с плотным басом и энергичной серединой. И это именно тот верх, который поддерживает общую гармонию, придает звуковой сцене завершенность и легкость, оставаясь максимально комфортным и ненавязчивым. И в итоге высокие частоты в Hidis MS2 Pro это про комфорт, естественность и музыкальность. Они мягкие, чуть теплые, без излишней какой-то яркости, но при этом достаточно прозрачные, чтобы сохранить воздух и глубину в звучании, добавив музыке уже большей цельности и уюта. Ну а звуковая сцена в Hidis
MS2 Pro это про комфортное и очень уютное пространство, которое сразу ощущается естественным и хорошо выстроенным. Она не слишком широкая и не стремится здесь удивлять вас каким-то безумным масштабом, но при этом дает ощущение большей глубины и легкой трехмерности, создавая правильное такое окружение для инструментов и вокала. А разделение образов здесь действительно неплохое. Каждый элемент композиции занимает свое место, и при этом у вас не возникает такого ощущения сухой или искусственно аналитичной прорисовки. Вокал всегда подается на такой более удобной дистанции, выйдя немного вперед, он звучит ясно и естественно, а инструменты как бы мягко окружают его, сохраняя точность и позволяя вам различать уже какие-то слои и акценты. А вот глубина сцены ощущается уже за счет достаточно плотного и панчевого баса, а вот середина и аккуратно поданный верх добавляют уже большего воздуха и пространства, не разрушая всю целостность картины. В общем, все здесь звучит слитно и гармонично с естественной музыкальностью и без ощущения какой-то перегруженности или пустоты. И в итоге звуковая сцена в Hidis MS2 Pro это именно то уютное и комфортное пространство, где есть приятная глубина и очень аккуратное разделение инструментов. Она не пытается быть чрезмерно широкой и детализированной, но зато создает естественную атмосферу, в которую ты очень легко погружаешься и которая подходит абсолютно для любых музыкальных жанров. Ну а вывод у меня получился таков. Hidis MS2 Pro это гибридные наушники, которые играют не ради какой-то показательной техничности или яркости, а ради цельного и очень естественного звучания. Они предлагают вам уверенный панчевый, но не перегруженный бас, энергичную насыщенную середину с вполне хорошими тембрами и мягкий слегка приглаженный верх, который добавляет комфорта и делает музыку уже более легкой для восприятия. А звуковая сцена у них скорее уютная, чем широкая, но с хорошей глубиной и аккуратным разделением инструментов, что создает ощущение более естественного пространства. И в целом это именно те наушники, которые приятно слушать долго и без усталости. Они не стараются здесь поражать вас какой-то экстремальной детализацией или басхедной агрессией, а создают музыкальную, гармоничную и очень вовлекающую атмосферу. И идеально подойдут для тех, кто ценит комфортное и сбалансированное звучание, где на первом месте уже стоит музыкальность и живость подачи, а не сухая мониторность и аналитика. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.